уже пытаюсь начать. Бразилия принесла в зал славы человеческого существования много трофеев, но для меня лично на первом месте стоит Кака. Нет, не футболист, Кака, клон и карнавал. Как здорово, что можно получить все и сразу, просто посмотрев Гран-при Формулы-1. Но обо всем по порядку. Совсем немного новостей. Ни себе, ни людям председатель совета директоров Ferrari Джон Элкан, уплативший ранее 183 миллиона евро за налоговое мошенничество, заявил, что не успокоится, пока не причинит кому-то такую же боль, какую причинило ему налоговое законодательство Италии. Выбрав своей целью самую уязвимую демографическую прослойку, Джон Л. Конч, цитируя Риану, заявил, что пилотам Ferrari нужно... Реакция общественности последовала незамедлительно. Ля ты крыса, а! Что же, это было и правда совсем немного новостей. Давайте посмотрим репортаж со спринт-карнавала. Бразильский карнавал. Один из самых красочных карнавалов мира, удивительный и грандиозный праздник. На несколько дней жители страны могут отложить в сторону все свои проблемы и выполнять единственный указ Момо, короля карнавала – всем веселиться. Карнавальные коллективы прошли по дорожке самбодрома, по сторонам которой воздвигнуты трибуны на 70 тысяч зрителей. Конкуренция в эти выходные максимально высока. Выступление каждой школы самбо, в составе которой идет в среднем от 3 до 4 тысяч человек, оценивает строгое жюри. Судьи оценивают и артистичность, и технику, и выбор музыки. Выступления в том числе отражают историю и культуру коренных народов Бразилии. Что мы видим по итогам спринта? Во-первых, Оскара сглазили. Других объяснений у меня для вас нет. Как мы вообще оказались в меме, победа Оскара чисто математически все еще возможна. Во-вторых, Пьерушка Гасли нашел не только дополнительную педаль газа в своей банке из-под лакокраски, но и время подумать о благополучии соперников своих Феррари. По обоим пунктам этого француза следует канонизировать в святые. В-третьих, мы видим на горизонте квалификацию, а болид некоторого местного гражданина превратился в алмазную мозаику. Бедный Габи, моя кудрявая лапушка, в квалификации принять участие не смог. А квалификация, кстати, жила свою лучшую жизнь. В Q1 Макс превратился в Ферстаппок, вылетел в первом сегменте на 16-м месте, скажут завистники. Нет, друзья, возглавил первую пятерку с конца. Пока первая пятерка сначала выглядела вот так. Что это было? В Q2 на 13 место прикатился сыр Льюис Хамильтон, конкретный мимолет с морковным соком 40-летней выдержки. Феррари — это реально место, куда чемпионы приходят умирать. Слава богу, хоть не буквально. Q3, как всегда, нагнетало до последних секунд, и хоба! Молодые бычки сдавили между собой Жоржа Рассела, пока его напарник решил подпереть с собой Норриса, чтобы тот не расслаблялся. Плюс по одному парламентеру из хвоста Кубка конструкторов, вуаля! Вот вам и задел на бразильский сериал «Воскресенье». Вдохните глубже. Мурило Бенисью, Джованна Антонелли, Вера Фишер, Режинальдо Фария. Клон. Итак, все весьма запутанно, но просто. Главное, держитесь повествования. Дьогу Ферстаппен. Субботняя квалификация на 16-м месте показала, что состояние его болида равносильно не выжившему после авиакатастрофы. Поэтому доктор Марко Альбиери предпринимает сомнительный с точки зрения врачебной этики шаг. Он всю ночь клонирует болид Ферстаппена, и в воскресенье Дьогу выезжает с питлейна 19-м на клонированном болиде. Это безумие. Ему нужен подиум и сердце жади. Уже на втором круге объявили Рамадан, но поститься будут не все, ведь накануне Лобату Хамильтон раскодировался и подрался с Карлосом Сайнсино, а еще сломал себе нос об Колопинто. Потому что в моей жизни была черная полоса, и я потерял все, что имел.
На фоне этой драмы Дона Эдна приревновала Марко Альбьери к Деузи Бартолетто и вынесла ее из домашнего гран-при прямо в стену. Вот что бывает, когда выходишь замуж за эмоционально недоступного генетика нарцисса. Будешь уходить, просто захлопни дверь. Ой, мне кажется, от меня нахуй люди подписываются после этого, типа, люди видели много всего, но люди не видели этого, типа, я их пойму. Пятый круг, Рамадан, завершен, и сразу становится понятным, кто стал мусульманином просто, чтобы закадрить девчонку. Коварный Оскар Пиастри подначивает Саида Антонелли присануть Лукаса Леклера и отвоевать сердце Жади. Он хочет убить Лукаса. Тот не выдерживает и сбегает на 3 оставшихся колесах к своей Маизе, которой нужен от него лишь статус жены богатого гонщика. Бедная Жади, она ж его любит, он и так на гитаре играл, у него ж целых 2 головы, где ж сейчас найдешь такого? Зурайда, скажи, на ком он женится, на ней, на этой Маизе, скажи. Лес, бор, все виды деревянных конгломераций выбыли из соревнования и оставили за собой на трассе кучу щепок. На одну из них наехал Дьогу, проколол себе шину и вынужден был мотнуться в Каир за новой, потеряв драгоценное время. Не переживайте, за свое поведение Оскар получил 10 ударов плетьми на площади. Приехал 5-м. Ужасно для мужчины сознавать, что его дом покрыт позором. И теперь его шансы на титул в руках Аллаха. Аллах, защити меня. Кара небесная для Эдны нашла себя в лице аферистки Алисиньи, которая раскрутила несчастную на целое состояние. А ее, в свою очередь, нашла и за 10 секунд отпиздила Иветти. Показалось мало, поэтому она добавила еще 10 секунд. И теперь почти с уверенностью можно сказать, что Алисинью в следующем году мы будем искать уже в другом сериале. К 20-му кругу я, разумеется, потеряла нить сюжета и сокрушалась о том, что если бы родилась пакетом, то уже посетила бы Гран-при. После 5 ударов плетьми за Колопинто Лобато окончательно раскодировался и ушел в запой. Стратегия с 4 пит-стопами в самых жутких кабаках Сан-Паулу привела к тому, что его госпитализировали в Каир, предварительно проверив пульс и убедив допившегося до белой горячки Лобато, что он все еще едет на трассе. Тем временем количество дополнительных сюжетных линий и пит-стопов заставило меня потерять и без того уже потерянную линию сюжета. Даже графика не выдержала. Но это не важно. Важно что? 51-й круг. Дьогу Ферстаппен – новый лидер гонки. Он переплыл Атлантический океан от Марокко до Сан-Паулу на верблюде. Неплохо, комментирует ситуацию Ферстаппен. И вы хотите сказать, что кто-то еще выступает против клонирования? Лара Назира. Конечно, моя нервозная чертовка, ведь именно на ее подиум успешно покусился Макс. Я несчастна. Лара Назир, успокойтесь. У нее истерика. И уже было подползал отбирать 2-е место у Саида, но в Коране написано черным по белому: отбирать у молодых талантливых бусей 2-е место – это харам. Харам, Жади, харам. А победил-то Ландо Норрис, ё-моё, вот же он едет. Продюсеры Луис Аугусту, Клаудио Брага. Салам алейкум всем оставшимся. Что хотелось бы сказать в конце? Всем привет, походу Норрис чемпион. Кто-то слишком сильно вдавил Кими себе в подмышку и теперь продает свою долю в Мерседесе, чтобы выровнять детенку-перегородку обратно. Ферстаппен – всенародный галактический чемпион, а глава FIA встретился с Макроном, чтобы обсудить, что пенис леди Бриджит не соответствует техническому регламенту. Боже, да здравствует мир Формулы-1! Мурилу Бенисью, Джованна Антонелли, Вера Фишер, Режинальдо Фария. Клон.